Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям на 30 мая. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать, друзья. Далее все более подробно в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Итак, друзья, 30 мая Православная Церковь почитает преподобную Евдокию Дмитриевну и апостола от 70 Андроника и святую Ионию. Преподобная Евдокия Дмитриевна, известная также как Евдокия Московская, была дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича. Родилась она в 1353 году в семье, принадлежащей к одному из самых могущественных родов своего времени. В возрасте 13 лет она была выдана замуж за 15-летнего князя Московского Дмитрия Ивановича, впоследствии известного как Дмитрий Донской. Этот брак стал не только союзом двух великих княжеств, но и основой для счастливой и плодотворной семейной жизни, продлившейся 22 года. Евдокия Дмитриевна была не только супругой и матерью, но и значимой политической фигурой. После смерти своего мужа в 1389 году она фактически находилась во главе Московского княжества, став блюстительницей престола наследия среди своих сыновей. Евдокия стала одной из самых образованных женщин своего времени, активно участвовала в строительстве и укреплении государственных институтов. Под ее руководством в Москве и в других городах было построено множество храмов и монастырей, что способствовало укреплению православной веры и культурного наследия. 17 мая 1407 года Евдокия Дмитриевна удалилась в Вознесенский женский монастырь, где приняла монашество с именем Ефросинии. Она проявила решительность и преданность вере, когда через несколько дней после пострига повелела начать строительство нового каменного Вознесенского собора на месте старого деревянного. В иночестве она прожила всего несколько недель и скончалась 7 июля 1407 года. Евдокия была погребена в строящемся соборе. В 1929 году при взрыве собора ее мощи были утрачены, но в 2002 году они были вновь обретены и перенесены в Архангельский собор Московского Кремля, где находятся и поныне почитаемыми православными верующими. 30 мая Православная Церковь также и почитает память апостола от 70 Андроника и святую Ионию. Андроник и Иония были сродниками апостола Павла и активно участвовали в распространении христианской веры. Их служение отмечено в послании апостола Павла к римлянам. «Приветствуйте Андроника и Ионию, сродников моих и узников со мною, которые знамениты между апостолами и прежде меня еще уверовали во Христа». Андроник был апостолом от 70 и, согласно церковному преданию, проповедовал в различных регионах Римской империи, распространял учение Христа и основывал христианские общины. Его труды и мужество сделали его одним из самых известных апостолов того времени, чье имя с почтением упоминается сегодня в церковной традиции. Иония также играла значительную роль в ранней христианской общине. Она была активной проповедницей и помощницей апостола Андроника, совместно с которым путешествовала и несла Слово Божие. Их совместная деятельность и мужество в проповеди сделали их примерами истинной веры и преданности Христу. Почитание святых, такие как преподобная Евдокия Дмитриевна, апостол Андроник и святая Иония, напоминает верующим о значимости веры, стойкости духа и преданности своим убеждениям. Их жизнь является примерами мужества, мудрости и самоотверженности, которые вдохновляют на духовное совершенствование и служение ближним.
православной традиции такие дни памяти являются важными для духовного возрождения и укрепления веры. Верующие обращаются к святым с молитвами, просят их заступничества и поддержки в своих жизненных испытаниях, стремясь подражать их добродетелям и следовать их примеру. 30 мая в народном календаре также этот день имел особое значение, и эта дата получила такие названия, как День Евдокии Свистуньи или Андрон с дождем. Этот день ассоциировался с определенными народными приметами и традициями, связанными с погодой, сельскохозяйственными работами и обрядами на привлечение благополучия. Народный праздник, посвященный преподобной Ефросинии Московской в миру Евдокии Дмитриевны, получил название Евдокия Свистуньи. Преподобная Евдокия была известна своей мудростью и благочестием, а в народе ее память тесно связана с природными явлениями этого времени года. Название Свистунья связано с характерной погодой конца мая. В это время часто дули сильные ветра, которые свистели и подвывали, создавая устрашающие звуки. Люди верили, что этот свист ветра предвещает различные события и может влиять на их жизнь и благополучие. Свистящий ветер считался знаком перемен и движения как в природе, так и в человеческой жизни. Также 30 мая отмечается День апостола Андроника, который в народе получил название как Андрон с дождем. Этот день считался важным для определения погоды на все лето. Считалось, что какой будет погода на Евдокию Свистунью, такое и лето будет. Поэтому если 30 мая идет дождь, значит лето будет влажным и дождливым. Это считалось хорошим знаком для урожая, так как достаточное количество влаги способствовало и росту растений. Если в этот день светит солнце и нет дождя, то лето обещало быть теплым и засушливым. В таком случае крестьянам приходилось готовиться к возможным трудностям с урожаем из-за недостатка влаги. 30 мая в старину крестьяне активно занимались сельскохозяйственными работами, которые считались важными для обеспечения хорошего урожая и благополучия в хозяйстве. В это время в огородах сажали картофель, перец, помидоры. Земля после череды весенних дождей была хорошо увлажненной, что создавало благоприятные условия для роста растений. Окучивание картофеля также было важной задачей, так как это способствовало лучшему развитию клубней и защите от вредителей. В этот день наши предки готовили блюда из картофеля, который считался символом богатства и изобилия. Верили, что употребление картофельных блюд на Евдокию Свистунью принесет в дом достаток и благополучие. Картофельные пироги, запеканки и другие блюда становились обязательным угощением на столе. Одна из главных примет на Евдокию Свистунью связана была с погодой. Если в этот день за окном дождь и прохлада, то говорило о том, что лето будет дождливым и холодным. Считалось, что обильные осадки в конце мая предвещают влажное лето, что может быть как благословением для урожая, так и вызовом для сельскохозяйственных работ. Наши предки в этот день умели внимательно слушать природу и делать выводы из звуков, которые доносились из леса. И один из таких звуков – это стук дятла. Если дятел активно стучал в этот день, это говорило о начале дождей. Дятлы, как и многие другие животные, чутко реагируют на изменения в атмосфере, и их поведение может служить надежным индикатором погодных изменений. Еще одной народной приметой, указывающей на предстоящие дожди, была растущая луна. Наблюдения за фазами луны и их влиянием на погоду были важной частью народного календаря. Растущая луна в сочетании с другими знаками природы говорила и о приближении дождливого периода. Этот день не только о погодных приметах и звуках природы, но и о важных сельскохозяйственных работах и кулинарных обычаях. Одной из главных сельскохозяйственных работ на Евдокию Свистунью являлась посадка картофеля. Наши предки верили, что чем больше картофеля будет посажено в этот день, тем лучше будет урожай. Картофель, который попал в нашу страну благодаря императору Петру I, в начале XVIII века стал важной частью крестьянского хозяйства и получил почетное звание как второй хлеб.
В этот день крестьяне также занимались и окучиванием картофеля. Окучивание способствовало лучшему развитию клубней и защите от вредителей. Эта работа была важной частью подготовки к будущему урожаю и символом трудолюбия и заботы о земле. Помимо картофеля на Евдокию Свистунью сажали перец и помидоры. Земля в это время была хорошо увлажненной после весенних дождей, что создавало благоприятные условия для роста растений. Посадка овощей в этот день считалась залогом хорошего урожая и плодородия земли. Важной традицией на Евдокию Свистунью было приготовление различных блюд из картофеля. Наши предки были убеждены, что чем больше блюд из картофеля окажутся на столе, тем больше урожая картофеля удастся собрать в конце лета. Картофельные пироги, запеканки, вареники и другие блюда не только украшали праздничный стол, но и служили своеобразным оберегом для привлечения удачи и изобилия. Поэтому в этот день каждая хозяйка старалась приготовить что-то особенное и несколько популярных картофельных рецептов, которые готовили именно на Евдокию Свистунью. Пироги с картофельной начинкой были неизменным атрибутом праздника. Для начинки использовали отварной картофель, смешанный с луком и специями. Тесто для пирогов готовили из дрожжевого или слоеного теста. Была и запеканка из картофеля с добавлением мяса, сыра и овощей. Это было любимое блюдо многих семей. Слои картофеля и других ингредиентов выкладывали в форму и запекали до золотистой корочки. Вареники с картофельной начинкой готовили из тонкого теста, начиненного отварным картофелем и обжаренным луком. Подавали со сметанкой или топленым маслом. Евдокия Свистунья также была временем для наблюдения за погодными народными приметами. Как мы уже и сказали ранее, наши предки в этот день и прислушивались к звукам леса. Также 30 мая отмечались именины Адриана, Афанасия, Евдокии и Степана. Люди с этими именами считались благородными и великодушными, способными создавать атмосферу надежности и защищенности. В этот день их особенно чествовали и поздравляли. В этот период крестьяне старались соблюдать осторожность в лесу и в полях из-за увеличивающегося количества змей, а также прибегали к заклинаниям и определенным магическим словам для вызова дождя в засушливую погоду. К этому времени в полях и лесах появлялось большое количество змей, что заставляло христиан быть особенно осторожными. Встреча со змеей могла быть опасной, поэтому, отправляясь в лес или в поле, люди старались соблюдать определенные меры предосторожности. Старались надевать высокие сапоги и плотные штаны, чтобы защитить ноги от возможных укусов. Носили с собой палку, чтобы отгонять змей и проверять кустарники и высокую траву перед тем, как ступить в них. Старались и громко разговаривать или петь, чтобы змеи могли услышать их и уползти. В засушливые дни крестьяне обращались к Андрону, небесному сторожу, с просьбой открыть небесные врата и пролить дождь на посеянное зерно. Для этого использовали магические слова, они становились спиной к ветру и говорили определенные слова. Наши предки верили, что чтение таких слов магических с верой и настойчивостью может привлечь дождь и спасти урожай. Имя Евдокия наделено было особой энергетикой и символикой. Женщины с этим именем характеризуются заботливостью, добротой и мягкостью. Они часто избегают конфликтов и стремятся к гармонии и любви. Евдокия всегда готова помочь ближнему, а также она обладает великодушием и состраданием. Предпочитает мирные решения конфликтов и готова пойти на компромисс. Также она прислушивается к своему сердцу и интуиции, что помогает ей принимать правильные решения. Евдокия уделяет много времени своей внешности, следит за модой и старается всегда выглядеть привлекательно. Она любит посещать общественные мероприятия, где может продемонстрировать всегда свои наряды. Евдокия, родившаяся в мае, отличается добротой и отзывчивостью, но ей не всегда легко в жизни. Она учится преодолевать трудности и добиваться своих целей, несмотря на возможные разочарования в людях.
Кроме того, в этот день были определенные запреты, которые помогали нашим предкам избежать неприятностей и обеспечить себе благополучие. Поэтому в этот день ни в коем случае нельзя было делать поспешные выводы и принимать важные решения. Считается, что поспешные выводы и важные решения, принятые в день Евдокии Свистуньи, могут привести к финансовым затруднениям и неприятностям. Велика вероятность обмана даже со стороны тех, кому всегда доверяли, не говоря уже о незнакомых людях. Это связано с тем, что день полон неопределенности и изменения энергии, которые могут затруднить правильное восприятие ситуации. В этот день нельзя было есть каши и макароны. Народные приметы говорят, что употребление этих блюд в день Евдокии Свистуньи может привести к неудачам и к всевозможным бедам. Это связано с суевериями о том, что эти продукты символизируют застой и бедность, и их употребление в этот день может привлечь неприятности. Также в этот день нельзя было ходить в лес или в поле. Вот считается, что в этот день увеличивается количество змей, выползающих погреться под солнечными лучами. Велика вероятность быть укушенным змеей, если человек не проявит должной осторожности. Народные приметы говорят, что змеи в этот день особенно активны и могут напасть на невнимательного человека. Также нельзя вечером веселиться и гулять до полуночи тем, кто сегодня занимался посадкой растений. Народные приметы утверждают, что если вечером после посадки растений устраивать веселье и гуляние, то посаженные растения просто-навсего не будут расти. Энергия, потраченная на развлечения, может унести плодородие земли. В этот день нельзя пить и алкогольные напитки. Народное верование утверждает, что употребление алкоголя в этот день может привлечь нечистую силу. Считается, что нечистая сила может вселиться в тело выпившего человека, вызывая страхи и боли. Это связано с общими суевериями о том, что алкоголь ослабляет духовную защиту и делает человека уязвимым для злых сил. Также сегодня нельзя отправляться в поездку. Считается, что поездки, начатые в этот день, будут неудачными. Если у вас запланирован отпуск, лучше отложить его начало на другое время. Во время командировки также не рекомендуется заводить новые знакомства, так как велика вероятность быть обманутым или ограбленным. Также в этот день беременным нельзя брать в руки что-либо красного цвета. Это касается и не только вещей, а также фруктов. И этот запрет связан с древними представлениями о том, что красный цвет ассоциируется с кровью и с опасностью. Вот такие, друзья, у нас с вами народные приметы, традиции и обряды на 30 мая. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, друзья. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам, друзья, на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам благ!